Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как очистить кровь в организме? Быстрое очищение в домашних условиях. Здоровье, красота и хорошее самочувствие во многом зависит от качества крови. Для поддержания здоровья стоит проводить периодическое очищение не только тела, печени и пищеварительной системы, но и крови. С возрастом у человека нарушается обмен веществ, появляются хронические заболевания, благодаря которым в крови человека накапливается множество вредных веществ. Промежуточные продукты обменных процессов, недоокисленные вещества, свободные радикалы, антитела, вирусы и бактерии, шлаки и токсины. Организм способен самоочищаться. Многие вредные накопления выводят внутренние органы – печень, кишечник, почки. Если человек болен такими заболеваниями, как сахарный диабет, ревматизм, подагра, почечная недостаточность и другие, внутренние органы не справляются со своими функциями, и токсины поступают в кровь. В домашних условиях можно провести очищение крови с помощью народных средств, и это принесет организму не меньше пользы. К тому же человек укрепит иммунитет и общий тонус организма. Народные средства для очистки крови. Когда кровь загрязнена токсинами, человек начинает часто болеть, подвержен простудным заболеваниям, головным болям и нервным расстройствам. Для очистки крови можно применить любые натуральные продукты красного цвета. Свекла. Свекольный сок – идеальный продукт для чистки крови и улучшения ее состава. Свекла содержит вещества, которые способствуют повышению гемоглобина и нейтрализуют токсины. Свекла имеет широкое применение в домашнем лечении. Свекольный сок имеет высокую концентрацию, поэтому его не употребляют в больших количествах. Это может вызвать определенные осложнения в виде спазмов сосудов, усиленному оттоку желчи и повышенной ферментации поджелудочной железы. Лечение соком свеклы нужно начинать с 1 чайной ложки, постепенно увеличивая до 2 столовых ложек перед едой трижды в день. Самостоятельно увеличивать дозировку не стоит. Эффективность не повысится, а вред своему организму нанести можно. Курс очищения свеклой длится 10 дней. Лучше, если развести его другим овощным или фруктовым соком или водой. Можно использовать морковный или яблочный сок. Очень подходит сок из сельдерея. Необходимо помнить, что свекольный сок не употребляют свежевыжатым, в отличие от других соков. Ему необходимо настояться в течение 2 часов в холодильнике. Как любое средство, сок свеклы имеет ряд противопоказаний. Сахарный диабет, заболевания мочеполовой системы, желчекаменная болезнь, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Лимон с медом. Сок целого лимона нужно выдавить в стакан теплой воды. Добавить 2 чайные ложки меда. Хорошо размешать до полного растворения меда. Напиток следует выпить за один раз и ничего не употреблять в течение часа. Затем можно позавтракать. Через 2 недели употребления медово-лимонного напитка улучшится метаболизм и все обменные процессы организма. Кожа станет более упругой и чистой, появится хорошее настроение и бодрость. Корица известна давно своими полезными свойствами. В сочетании с яблоками она оказывает очищающий эффект на организм в целом и на состав крови. Нужно взять одно большое яблоко и нарезать на мелкие кусочки. Залить его теплой водой 500 мл. Добавить половину чайной ложки корицы, лучше, если она будет свежемолотая. Напиток должен настояться. Пить его необходимо в течение дня, но каждое утро нужно готовить свежий. Через месяц эффект будет налицо. Кисель из овсяных хлопьев. Кисель готовят из 4 столовых ложек овсяных хлопьев и 3 стаканов воды на ночь. Утром нужно все перемешать и процедить. Затем приготовленный состав нужно довести до кипения и прокипятить в течение 4-5 минут, постоянно помешивая при этом. Остудить и пить по 200 мл после приема пищи. Употреблять такой кисель рекомендуется ежедневно в течение месяца. Тогда кровь очистится не только от токсинов, но и от холестерина, который вызывает много различных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистой системы.
Корень одуванчика. Одуванчик считается сорной травой и растет он повсеместно, но корень рекомендуется выкапывать весной. Его можно высушить и использовать круглый год. Для приготовления настоя необходимо измельчить до порошкообразного состояния сухой корень одуванчика. 1 столовую ложку порошка засыпать в термос и залить 500 мл кипятка. Настоять в течение ночи. Полученный настой разделить на 3 раза и пить перед едой за 30 минут. Курс очистительной процедуры – неделя. Настой благоприятно влияет не только на состав крови, но и на печень. Можжевельник. Очищают кровь с помощью ягод можжевельника. Только количество плодов ежедневно увеличивают. В первый день нужно съесть 5 ягод, каждый день прибавляя по одной, доведя до 15 ягод в день. Затем по такой же схеме количество ягод убавляют. Можжевеловые ягоды обладают уникальным составом, который способствует повышению уровня гемоглобина, обновляя клетки крови и укрепляет иммунную систему. Крапива. Листья молодой крапивы содержат много витаминов и антиоксидантов. Их собирают весной и заваривают как чай. Для этого 10 листиков заливают 2 литрами кипящей воды и настаивают в течение 3 часов. Чай из крапивы необходимо пить не раньше 3 часов дня до вечера. Ежедневно в течение 14 дней. Затем рекомендуется сделать перерыв в 10 дней и продолжить курс чаепития. Крапивный чай оказывает не только очищающее действие на кровь, но и на весь организм. Человек становится бодрым, активным, улучшается работа сердца и других внутренних органов. Необходимо помнить, что крапива влияет на свертываемость крови. Поэтому людям с повышенным показателем этот чай не рекомендуется во избежание развития тромбофлебита. Очистить кровь с помощью народных средств можно по рецепту тибетских врачей, которые рекомендуют употребление спиртовой чесночной настойки. Для ее приготовления необходимо перекрутить на мясорубке 300 г чеснока, залить чесночную кашицу 200 мл спирта, хорошо помешать и поместить в темное место на 10 дней. Затем настойку необходимо процедить. Принимают настойку строго по каплям с молоком 100 мл. Схема приема настойки такая. Пьют настойку 3 раза в день во время еды. 5 дней количество капель нужно увеличивать с 1 до 15. Завтрак 1, обед 2, ужин 3 и так далее. Следующие 5 дней количество капель следует уменьшить до 5. Настойку, которая осталась, можно пить 3 раза в день по 25 капель во время приема пищи. Курс очищения крови очень эффективный, если все делать правильно. Проводят его каждые 5 лет. Тибетский рецепт рекомендуется для очищения крови, омоложения организма и улучшения работы всех органов. Мумию для очищения. Не менее действенным, нежели другие народные средства, считают такой компонент многих лекарственных средств, как мумию. Этот натуральный природный БАД помогает от многих недугов, эффективен для похудения, включен в очищение крови от аллергенов, помогает от прыщей и сыпи. Чтобы провести корректное очищение крови при аллергии, нужно подготовить 6 грамм мумиё, 500 мл воды. Чтобы создать это эффективное лекарство, стоит соединить мумиё и определенное количество воды. Чистка крови при аллергии с помощью мумиё подразумевает следующую схему. Прием лекарства по 1 столовой ложке за 40 минут до завтрака натощак, а также за 40 минут до ужина. Такое очищение крови от аллергенов должно длиться 25 дней. Очищение дегтем. Эффективен в очистке крови и березовый деготь. Такое средство эффективно от псориаза, хорошо помогает при экземе, а также других дерматологических недугах. Данное очищение крови при аллергии не менее эффективно, так как отлично убирает из организма аллергены и токсины. Особенно эффективен березовый деготь при атеросклерозе. Данный компонент обеспечивает надежное избавление от холестерина народными средствами. Действенно и безопасно. Для приготовления очищающего средства из дегтя стоит подготовить 50 мл молока, 10 капель березового дегтя. Нужно подготовить теплое молоко, накапав в него нужное количество дегтя.
Принимать целебный березовый деготь в составе такого средства стоит раз в сутки, в одно время. Курс лечения должен длиться 45 дней. Для чего нужно такое очищение? Данный рецепт поможет устранить аллергию, поможет при дерматологических болезнях, атеросклерозе, глистах, воспалительных процессах всего тела. Уксусное очищение. При плохом самочувствии, угрях и аллергии стоит проводить чистку крови с использованием уксуса. Наилучшим вариантом станет яблочный уксус. Он в разы мягче и приятнее обычного. Для его приготовления стоит подготовить 250 мл яблочного уксуса, лавандовые цветки. Нужно настоять горсть цветов лаванды на яблочном уксусе. Делают это не менее чем 14 дней. Настаивать лекарство нужно в стеклянной посуде. Далее нужно процедить снадобье и вылить в теплую ванну. Такое СПА проводить не менее четверти часа. Такую чистку крови нужно проводить до улучшения состояния. Тыквенные семена. Очищение тыквенными семечками очень эффективно для улучшения состояния кожи и тела. Стоит соединить порошок из тыквенных семян 100 грамм, водка 500 мл. Нужно смешать данные ингредиенты и настаивать 21 день. Далее принимать по ложке перед трапезой. Можно разбавлять средство в воде. Лечение проходит в течение 3 недель. Очищение с корнем лопуха. Стоит разузнать и о том, как корень лопуха может очистить кровь. Такое снадобье поможет улучшить метаболизм и нормализовать состояние крови. Для него нужно корень лопуха 3 столовые ложки, 500 мл воды, 10 мл настойки уса. Нужно соединить данные компоненты, предварительно прокипятив лопух в кипятке. Далее стоит принимать лекарство трижды за весь день в течение 120 суток. Репешок и расторопша. Такие компоненты, как расторопша и репешок, помогут очистить и нормализовать кровь, оказать полное восстановление пищеварительной системы, а также провести тщательное очищение крови от холестерина. Для приготовления лекарства из данных компонентов стоит соединить по чайной ложке каждой травы и приготовить отвар из стакана чистой воды. Чистка оливковым маслом. Очищение нерафинированным оливковым маслом помогает вывести токсины, помогает при болезнях ЖКТ, эффективно при герпесе и вирусных заболеваниях. Данное средство в разы улучшает состав крови. Стоит включить такое масло в рацион и принимать натощак. Корректная чистка крови народными средствами поможет вам избавиться от многих недугов, плохого самочувствия и различных дефектов кожи. Помните, что перед тестированием каждого из этих рецептов стоит проконсультироваться со специалистом. Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.